Прервал запись из-за того, что там в одном месте показался полностью весь API-ключ, поэтому я прервал. Так, смотрим. 350. Тайм-аут. Изначально даже 0 стоит. Давайте выставим 350. И еще раз попытаемся оттестировать окружение. Барабанная дробь. Ура! У нас поднялось окружение в новой компании. ZAI уже хорошо работает. Так, что значит model default? Это у нас шевелится paperclip. Сюда мы заходим и пишем, как его там, Hermes. Он запустится, и мы посмотрим, какая стандартная моделька будет выполнять задачи. Ну, если запустится. Да, Hermes запустился. GLM 4.5 Flash. По-моему, нам нужен GLM 4.6. Как сменить модель на 4.6? Хотя изначально пусть хотя бы так работает. Если работает, то и нормально. Так, здесь все работает. В Inboxes. В Inboxes у нас появилась эта задача. Ой, как хорошо. То есть мне можно действительно нигде не лазить, ничего не отслеживать, ничего не помнить, и оно все прилетает в Inboxes. Вот одна первая задача, и в рамках нее идет вот задача 2. Бизнес-аналитик Гермес подтянулся. Так, спросить клиента. Давайте ему ответим на все эти вопросы. Так, инициация. Вставить. Ведение проекта. Что вы строите, пишите продукт. Нам нужно описать продукт, который мы строим, и скопировать вот эту вот ссылку. Вот мы ответили на то, что мы строим. И еще можем закинуть ссылку на репозиторий. Текущее состояние. Технический стек. Деплой инфраструктура. Когда планируете. Так. Заливаю все только на GitHub. CI/CD мне не нужен. Почему я опросника, аналитика вначале запустил? Ну, это обычный процесс разработки кода. Что мне не понравилось, что происходило здесь, когда я начал просто нанимать, тут создалась онбординг, прием на работу, ознакомление с задачами и все остальное. И он сказал engineering setup repo CI/CD, то есть настраивай репозиторий и автоматическую загрузку на сервак созданного кода. Ну, то есть он еще ничего мне не спросил и уже что-то начинает делать. Как можно что-то делать, если вообще непонятно, что делать? Здесь я уже четко ему сказал, что вначале, пока аналитика нанимаем,
который со мной пообщается, и я ему хотя бы расскажу, что уже есть, чего нету. Так, а здесь мы ему разрешим. Он у нас каждые 10 минут проверяет автофетч, срабатывает или нет. А результата автофетч не работает, время фетч изменено 7:59, скорее всего, причина в одном из. Автофетч отключен в настройках. Проверить конфиг. Проверь еще раз. Я думаю, что все работает, то есть он просто не так как-то проверил. Я не доверяю ИИшке, а алгоритм, я думаю, корректно работает. Он по-простому там все работает. Там все должно работать корректно. Settings, Toolbox. Show git stat in status bar. Вот я тоже помню, что был где-то статус бар. Где здесь статус бар? Ну вот. Он пишет, что все up to date. Вот этот статус. Так что я как раз доверяю больше. Окей. Вот, и из-за этого мне тут не понравилось. Я говорю, лучше пообщайся со мной в начале, прежде чем что-то делать. CI/CD не нужен, мы заливаем только код в проект. Требования к коду, если нужно собрать... Надиктую. Нужно проанализировать то, что уже есть, и то, что уже работает, то, как уже создают код, но глобально общее правило, что все переменные должны называться по логике, то есть self-documenting variables должны быть. И если какая-то функция создается, то обязательно к ней подписывается комментарий, причем комментарий прописывается таким образом, что если через командную строку запрашивается информация по что делает функция, то чтобы это корректно выводилось в командную строку. Вообще просто используем best practice для кода, который соответствует тому или иному языку программирования. Так. Требования к дизайну. Дизайн мы не создаем, мы переиспользуем уже существующие стили. Запрещено создавать новый какой-то дизайн. Организация работы. Как вы предпочитаете разбивать задачи по функционалу, по слоям, иначе, как устроен процесс ревью, кто финально принимает решение, как выглядит готово для задачи? Ой, вот это хорошие вопросы, они такие глубокие. И нам, получается, надо открыть этот же документ в другом месте, чтобы иметь возможность между ним переключаться. План. Копируем сюда. Потом что еще? Как вы предпочитаете разбить задачи по функционалу, по слоям, иначе?
Как устроен процесс ревью, кто финально принимает решения? Нужно дать задание гендиру, нанять отдельного quality assurance специалиста, который будет проверять через браузер, что все работает и ничего не упало. А также дополнительную задачу необходимо поставить для гендира, чтобы он нанял технического директора. Наверное, в начале технического директора, а технический директор уже наймет двух специалистов. Первый специалист у нас будет отвечать за... Нет, наверное, да. Под техническим директором нужно нанять для каждого из языков программирования, которые используются в проекте, отдельного агента-специалиста. Ну, тогда, наверное, такая организационно-правовая структура. Гендир нанимает технического директора. Технический директор нанимает команду по качеству кода. Наверное, директора по качеству кода. А там этот директор внутри себя, внутри своей структуры нанимает по одному агенту, который специализируется на каждом отдельном языке, который у нас используется в проекте. И он помнит только best practices в своем языке, чтобы специализироваться и вот так вот быть узконаправленным. Да, я думаю так. Так, кто финально принимает решения? После того, как создается код, ну, получается, технический директор должен нанять бэкэнд разработчика, который будет создавать код, этот функционал, который я предложил. Желательно, чтобы вся разработка происходила в режиме, что мы вначале пишем тесты, а потом уже после того, как тесты написаны, мы пишем код, backend код, и тогда мы уже понимаем Test-Driven Development, TDD, методологию стараемся применять в нашем проекте. И, получается, пишем код, он проходит тесты, а потом по созданному коду, если тесты проходят, то проходятся агенты, которые обеспечивают качество кода и, соответственно, best practice. Здесь мы нанимаем отдельного специалиста в том, какая должна быть структура файлов. Это отдельный специалист по конкретно структурам файлов, который общается с своим непосредственным руководителем и сообщает остальным участникам команды, что должно быть сделано. И потом я все тестирую руками, что все поднялось и все работает. После этого мы деплоим код на GitHub,
но я всегда деплою собственноручно. Текст коммита, если мне подготовят заранее, то мне это будет хорошая помощь. А, Даем задание, чтобы технический директор нанял отдельного агента, который отвечает за GitHub коммиты. Что должно происходить? Агент должен прописать, какие агенты участвовали в разработке. При этом без упоминания через собачку, без упоминания через собачку, а просто указание текстом. И он проверяет, какой был последний коммит в этом проекте, какие файлы обновились, смотрит, чтобы мы коммитили правильные файлы, и те, которые файлы должны быть в git-игноре, чтобы они туда не попадали в коммит, если что, сообщает об этом нам. И чтобы мне в Paperclip, в inbox падало входящее сообщение, что уже можно сделать коммит, и что текст его готов. Вот, наверное, вот так вот. Ну, если честно, вообще сказочно. То есть а, пока, пока ничего не работает, и пока мы только настраиваем, ощущение приподнятости и ощущение сказки. Но будет ли это все работать, посмотрим. Как выглядит готово для задачи. Готово для задачи, если pull request в GitHub смерджен с основной веткой main, тогда задача выполнена. Это критерий успешности. Но там есть робот, который проверяет качество кода, и сломается все или не сломается. И есть еще человеческое ревью разработчиками и физическое принятие пиара внутрь проекта. Поэтому результирующим является, что PR смерджен. По факту в GitHub ссылка у тебя есть. Ну а ссылка на наш PR будет в будущем, когда мы его сделаем. Если все получится. Потому что видите, сколько воинов погибло на ратном пути. Создавали код, но не смогли его задеплоить, потому что его качество не соответствовало требованиям международного проекта. Так, как выглядит готово? Вот, вроде бы такой простой вопрос, но вот такой вот длинный у нас ответ на это все. Сроки и приоритеты. Есть ли жесткий дедлайн или целевая задача запуска? Что входит в MVP, что откладывается на потом? Нужно сделать сегодня, сейчас. Ограничение. Каков бюджет, если может а, а, нет ограничений. Если требования комплайенса или безопасности, нет, это не на нашей стороне. Есть ли ограничения по производительности или масштабируемости? NA, not applicable. Неприменимо. Так, мы это все вырезаем, вставляем.
То есть мы можем назначить на разных. И отправляем send. И автоматически сблокт на in progress меняется. Мне нравится вообще, что они построили, если честно. Я пока что в диком восторге. Вообще прямо очень. И нам в инбокс что-то прилетело. Тут failed, а здесь она переоткрыта. Я думаю, это так и должно быть. Что здесь задача не была выполнена. То есть задача отсюда переадресовалась сюда, и это уже ушло на гендира. И сейчас гендир будет что-то думать. А гендир что-то думает. Давайте посмотрим, что там. Так, у нас просто сам бизнес-аналитик упал. Так, что у нас тут? Конфигурация, тестировать окружение. Вроде все хорошо. Запустить Heartbeat. Он должен сам посмотреть, какие задачи на него назначены, и все повыполнять. Ну, то есть вот здесь он увидел все задачи, которые на него расписаны, и посмотрел приоритет и выполнил по приоритету. То есть там еще есть внутри задачи priority, приоритет, и он вначале начинается с критических, потом high, потом medium, потом low. Неприятно смотреть на надпись failed, поэтому переключимся сюда. On demand. Так, есть ли желание у меня сейчас разбираться с тем, что там отвалилось? Не особо. Поэтому я сделаю быстрый фикс, просто переключу на Cloud Code Local. Команда сотру. Эти штуки тоже постираю. Буду потом копаться в настройках, не хочется забыриться в настройках, хочется выполнить проект. Меняем на Sonnet. Модель Sonnet 4.6. Agent not found. Давайте перезагрузим. Я не против, если система будет падать, но она же должна самоподниматься. Так, что у нас сервак? Может быть, мы тут что-то поменяли в самом этом. Модель изменилась, и поэтому он отвалился. Потому что мы с Хайку хотим с простой модели переключиться на более продвинутую модель, но еще не самую дорогую.
Здесь 404, что-то оно упало. У нас просто упал сервак буквально минуту назад. И это связано с агентом. То есть то, что агент там не сработал, это обвалило всю систему. Сейчас посмотрим. О, GLM 4.6, хорошо. Так, здесь, да, разрешаю. Ну да, то есть у нас автофетч работает, проверено. То есть, во всяком случае, наш проект, пока мы здесь работаем, он постоянно будет стучаться в материнский репозиторий и проверять, не обновили ли они какую-то у себя там дичь, и чтобы мы не работали с неактуальной версией кода. И у нас здесь уже будут не up-to-date, вот сюда вот важно теперь нам будет смотреть. Хорошо. Так, теперь agent not found. Давайте зайдем в конкретно этого человека. Cloud Code. Local. И здесь model Sonnet 4.6. Мы там модель у него не выбрали, поэтому, может быть, мы поймали сломанную конфигурацию, что он не знал, с какой моделью конкретно работать. Сейчас мы посмотрим, что и как. Так, запустим Heartbeat, что он тут сработает или не сработает. Мне хочется, ну, вот выполнить какой-нибудь сравнительно небольшой, но достаточно профессиональный проект из-под Paperclip. Если у нас там возникли какие-то сложности с ZAI, ну, кстати, вот здесь вот, я не помню, кстати, кто здесь сработал, Cloud Sonnet или ZAI, я не помню. Но здесь мы уже переключились на правильную модельку. Изначально у нас был GLM 4.5, это аналог Haiku, то есть это простые задачи. Вот это уже средний 4.6, это аналог Sonnet, а 4.7 это уже аналог Opus, то есть это уже такой солидный воин. Так, и он сам через, ну и вот у нас все поднялось. Сервер отвечает 200, а не найдено. То есть все окей. Success работает, возвращает. Dashboard. Бизнес Analytics Sonnet выполняет одну задачу. Приятно, да. То есть вот мы сразу можем видеть, что одна задача выполняется в онлайне. Вот это как раз для менеджеров это услада зору, что сразу все наглядненько можно видеть и управлять. Панели управления, конечно, для менеджеров шикарные. Тут у нас что-то заблокировано. Статус blocked. Я не вижу, чтобы кто-то что-то изучал. Может быть, он пока что собирает сам проект, кто он вспоминает. Перед тем, как он приступает к задаче, ему напоминают, кто он и какие принципы, что мы от него ждем. Инструменты запрашивает для своей работы.
Ну да, то есть, сама обертка, потребляет, сильно больше токенов, но если это будет меньше нашего ручного управления, то это, вполне обоснованно. Ну, я думаю, они работают над оптимизацией, чтобы это было достаточно, чтобы лишнего здесь не было, потому что они тоже завязаны на этом. Какие-то инструменты, по-моему, он запрашивает, а до задачи он не добрался. Статус задачи заблокирован, то есть он не считает, что to do. Так, почему-то 2 задачи выполняются. Вот это вторая задача. А здесь у нас что? Так, ну тут что то у нас крутится, что-то он думает. Plan document saved. Now let me find the CEO and hand off. Ага, то есть первая задача — это он работает над нашей задачей. Вторая задача — это он отчитывается Sonnet run timeout. Это моя ошибка. Я здесь в настройках поставил отбойники. Здесь надо 0 поставить. Давайте и здесь 0 поставим. Пусть думает, сколько надо. Да, совсем печаль. То есть здесь я написал на русском, он попытался мне закинуть ответ на русском, но русский не срабатывает, не выводится, хотя изначально тут же получилось. Ошибка кодировки. Send. Ну, если я это не могу прочесть, то Ишка тоже не сможет это прочесть. То есть изначально он услышал и понял наш запрос, но когда делает выжимку, выводы, summary, вроде бы он подхватил то, что необходимо, запечатал это, но только русские слова сломались. У нас получается дополнительная с вами сложность кириллицей с ним общаться. Он воспринимает, но вот на стороне пепперклипа есть проблемы. Так, кто у нас что делает? Дэшборд 1, аналитик.
Inbox в прогрессе. Первое впечатление у меня положительное от Paperclip. Я вижу, что это может помогать. Сделано очень приятненько. Ошибка кодировки. Так, он говорит, что все передал Гендиру, но мне не до конца нравится, что здесь написано. Ну, видите, очень все плохо. Все на самом деле очень плохо, то есть он неправильно понял, что необходимо сделать, и уже бы пошло все не так. Он говорит, срочно надо склонировать репозиторий, проанализировать стек. То есть он потерял кучу всего. Это совсем не то, что я сказал. Ты даешь задание склонировать репозиторий, а я даю ссылки, где уже все находится. Надо начать с того, что просто проанализировать, что есть. Не надо каких-то лишних заданий. Ну, первое расстройство, то есть то, как меня поняли, меня не поняли, и дают какие-то неправильные задания, то есть что надо что-то где-то скопировать, какой-то репозиторий. А, Придется откатиться назад и просто вот это вот перекопировать ему. Это первое действие. Ну, то есть он теряет информацию. А как делать так, чтобы он не терял информацию? Он обобщил абсолютно неправильно. Верни мне назад на русском языке, что я сказал нужно делать. Ну, видите, тут интерпретация у него абсолютно неправильная. И вот так вот и получается, что один И передает второму. Первый неправильно понял, второй уже правильно понял то, что ему неправильно сказал первый агент, и погнал выполнять что-то неправильное. Да, он понял, что ничего не надо. Ну, вроде бы услышал меня.
и вроде бы создается какая-то новая задача — анализ существующей кодовой базы. О, ну, я опять очарован. То есть меня услышали и поняли, и создают уже новую задачу, которая поручается как новый issue, и он выполняется. Ну, то есть я доволен. Идем в Inboxes. И тут должна, по идее, появиться третья задача. Так, сделаю небольшую паузу. Вот, и потом продолжим.